Всем привет, меня зовут Мила. Я продолжаю шить одеяло из рушников. Напомню, на чем я остановилась в прошлый раз. Раскроила рушники и немножко простегала их по рисунку, чтобы немножко выделить его, да и закрепить синтепон. Вышитые готовые блоки посадила на подкладку. На этом я закончила. Большое всем спасибо, кто поддержал этот проект. Многим это очень понравилось, эта идея сохранить историю своей семьи. Ну а кто писал очень жесткие грязные гадости в мой адрес и в адрес подписчиков, которые поддержали меня, ну, привет вам там в черном списке. Ну, что поделать. Ладно, не будем о них. Мы будем лучше о себе, о позитивном и приятном. Итак, сделали мы предварительную раскладку блоков вышитых. Про ткани повторяться не буду, просто оставлю ссылку в описании на первую часть видео. Посмотрите, пожалуйста. Вот таких блоков я сшила 4 штуки. Разутюжила швы на темную сторону ткани. Показывать буду весь процесс очень тщательно и подробно. Кому не интересно, просто выключайте, пожалуйста, видео. Для мастеров это не будет интересно, для новичков в самый раз. Первый слой положила подкладку, изнаночную сторону одеяла, потом синтепон, у меня 300, и сверху декоративную часть. Мне нужно сколоть булавками все 3 слоя. Начинаю с середины, потом влево-вправо, вверх-вниз и углы. Очень сильно забивать стежкой это одеяло я не хочу. Я это говорила в прошлом видео. Поэтому я проложу на машинке просто посередине 2 строчки. Прямо в соединительный шов 2 тканей, вот тут посередине, и этого будет достаточно. Синтепон никуда не убежит и сбиваться не будет. Девочки, хочу показать, как равняла большой блок. Все-таки он на синтепоне, он пышный, и чертить его неудобно. От середины меньших сторон отложила по 18 сантиметров влево и вправо. И соединила эти точки. Линейка металлическая, тяжелая. И от середины я вот так вот ее провела до точек, которые я отметила на ткани. Потом взяла металлический тяжелый уголок. Он хорошо придавливает ткань, как пресс. Подставила длинную сторону уголка к прочерченной линии. И провела сверху линию. Дальше перевернула уголок и подставила его длинную часть к противоположной линии, которую я провела, и соединила верхние части своих линий. И так получились у меня углы ровные и ничего не перекошенное. Сейчас отложу нужную длину блока. У меня осталось очень много лишнего. Это получилось из-за того, что я перепутала длину блоков, когда краила все эти ткани для них. Но ошиблась я немножко. Ничего, вся эта ткань пойдет у меня на какие-то лоскутные работы. Перед тем, как срезать лишнее, я соединяю наметочным стежком от намеченных линий к середине, за ними, чтобы потом именно по линиям ножницами отрезать лишнее. Девочки, пожалуйста, кому это не интересно, не нужно писать, зачем ты мне все это подсказываешь и показываешь так подробно. Я показываю для девочек, кто первый раз собирается шить одеяло и, как я раньше, боится начать его шить. Одеяло, как оказалось, шить несложно совершенно. Главное начать его делать. И если вы будете уделять какое-то время каждый день этому одеялу, рано или поздно оно все равно сошьется. Никуда оно не денется. И вам будет жалко его бросить, потому что это ваша работа, и вы захотите его закончить и наслаждаться потом своим изделием. У меня готовы 4 блока вот таких с полоской сиреневой и полностью сиреневый блок.
Забегая вперед, скажу, что вот этот красивый сиреневый — это будет средняя часть одеяла. Основные элементы, из которых будет состоять одеяло, у меня готовы. Сейчас мне нужно соединить их в 3 полосы. И потом эти 3 полосы между собой соединять буду. Выкроила полоски 4 сантиметра в ширину. Длину своего блока я откладываю на полоски ткани, которой буду его обшивать. Отрезаю. У меня здесь 2 таких полоски. На лицевую сторону и на изнаночную. Эту обтачку с лицевой стороны аккуратно прикалываю иголочками. Потом с изнаночной стороны вторую часть канта также подкалываю иголочками, чтобы все было ровно и аккуратно. После этого соединяю машинной строчкой все эти элементы. Делаю закрепку на машине в начале и в конце шва. Бью прям по булавочкам, потому что они перпендикулярно относительно иголки на машине подколоты, и игла их будет перешагивать и в них не попадет. Далее подставляю второй блок, который у меня идет по раскладке, по рисунку. Он такой же ширины, как и предыдущий. Аккуратно скалываю кант с лицевой стороны и этот блок, и тоже прокладываю строчку. Таким методом собирают очень многие мастера блоки. Я подсмотрела его у Полины на канале Poly Stitch. Полина, привет, спасибо тебе большое за подсказку. Швы нужно прокладывать на 1 сантиметр от края. Можно посмотреть, как эти 2 части соединяются. Они как бы смыкаются. Но мне этого было мало. Посоветовавшись с мужем, потому что это одеяло я ему шьем, мы решили, чтобы не поддувало, так сказать. Девочки, не смейтесь. Я туда положу еще 1 кусочек синтепона маленький. И уже после этого вручную закрою этот кант. Шов будет закупорен. Покажу поближе, как я прошивала вручную. Иголку подводила прям под шов, под строчку, которой пришит кант к блоку. И потом выводила ее уже в сам кант. И затягивала нитку. И так каждый стежок вводила под шов, потом в кант, под шов, потом в кант. За сим откланяюсь. На сегодня пока все. Милые мастера, кто шьет вместе со мной это одеяло, думаю, на сегодня достаточно будет всех этих работ. И я обещаю, что на этой неделе, если меня не унесет ветром куда-то, я должна сшить одеяло к выходным. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, всех целую и всем пока!